Всем привет! Наконец-то я добралась до стрижки этой модели моей клиентки. Окрашивание я вам уже выставляла и укладку тоже. Поэтому ссылки я вам, конечно же, сверху тут выставлю. Как всегда, вы видели разделение на зоны, как мы с вами будем прорабатывать стрижку, как мы будем стричь. И начинаем мы, естественно, с нижней затылочной зоны, то есть с окантовки, задаем длину. Вы здесь на затылке сами, конечно же, определяете длину, все зависит от желания клиента, от роста волос. Ну, в данном случае я задаю вот эту длину. Вы можете сделать полукруг, можете сделать треугольник. Ну, у меня, как видите, по прямой. Это все, естественно, зависит от, наверное, от вашей фантазии больше, от того, как растут волосы. И мы с вами начинаем, как всегда, с центра. Натяжение у нас с вами будет 90 градусов, но так как вы видите у нас и вы знаете о том, что голова имеет все-таки форму не квадрата, а полукруга, у нас натяжение будет ориентироваться 90 градусов именно в том месте, которое ближе идет к горизонтальному рабочему пробору. То есть вот здесь будет у вас перпендикуляр. Затем, как всегда, вы переходите в диагональные проборы, и у нас с вами контрольная прядь будет переходящая. То есть у нас с вами движение будет, да, подвижная наша контрольная прядь. Вы подвинулись один раз, подвинулись второй раз. И вот уже последнюю прядь, как вы видите, подтягиваете, которая вот за ухом прядь, подтягиваете уже к предыдущей пряди. То есть вы не должны зарезать длину за ушками. Мы, конечно же, потом ее с вами подровняем. Вы увидите, когда мы будем оформлять уши, стрижку возле ушей, то, соответственно, я вам покажу, как нужно будет убрать эту длину. Но для начала вы постарайтесь не зарезать, потому что вместе, вот это место, которое у нас за ухом, оно должно быть прикрыто. Девушка, как вы видите, у меня не худенькая, и возраст, и место именно вот где шея у нас за ухом, не очень красиво, если ей оголить. Так что вы тоже обращайте на это внимание. У многих клиентов именно эта линия не очень красивая, поэтому вы постарайтесь закрыть ее и оставить как бы максимальная плотность волос на нижней линии. Но это если конкретно вот у вас вот этот вот, как у меня, да, такая специфика роста и специфика внешности. И, значит, переходим к следующему блоку. Как вы видите, у нас также начинаем мы с вами по центру. Так как голова у нас опять имеет полукруг, да, то есть овал, мы с вами натяжение делаем 90 градусов именно ближе, но скорее не ближе, а здесь у нас идет четко продолжение линии, которую вы задали внизу, то есть в нижнем затылочном блоке, который мы с вами простригали. Мы также теперь продлеваем линию и делаем как бы прямую линию, так что вы вводите один блок в другой. Вы также видите, как я вам сейчас показываю, контрольные точки, и просто мы соединяем. Если вы правильно делаете натяжение, то вы все видите прекрасно и вам стричь легко. Вот здесь вот видно хорошо, как я соединяю эти точки свои. То есть здесь также у нас идет центральная контрольная прядь. Дальше она, контрольная прядь, перемещается в диагональную. Дальше мы с вами простригаем, вернитесь на схему, посмотрите. И последнюю прядь, которая ближе за ухом, опять же подтягиваем. Не забывайте, когда мы с вами простригаем блок, обязательно у нас с вами идет проверка. Вот в данном случае я вот снова показываю, как я все проверяю. Когда мы с вами вот так волосы поднимаем, как нам проверить, да, длину лево-право, ровно ли мы, красиво ли простригли, у вас должны линии среза все соединиться в одну линию. То есть вот на этом уровне вы как бы и делаете проверку. Вот как видите, уже получается у нас объем достаточно красивый. Это у нас с вами считается тоже градуированная стрижка, так как мы с вами задаем угол тот, который нам нужен.
Вот сейчас у нас идет уже немного изменения. То есть если у вас пальчики стояли 90 градусов в голове, сейчас вы смещаете пальчик на 30 градусов к себе. То есть в общей сложности у вас, если смотреть сверху от головы, то будет где-то 120 градусов. Да? 90 плюс 30 наклон к себе пальчиков, вот получается 120. Как правило, это сложно представить, те, кто с геометрией не дружит. Так что я вам объясняю. Вы держали ручку ровненько, перпендикулярно голове, чуть-чуть на себя пальчики отклонили, это у вас будет уже 30. И мы теперь создаем уже новую линию. Немножко у нас идет на удлинение уже затылочная зона. Так как мы перемещаемся уже в верхнюю затылочную зону, обратите внимание, нам у женщин должен быть объем, то есть нам там нужен объем. Вот таким вот образом, небольшим переходом мы с вами делаем. Почему я не могу увеличить длину к 45? Потому что появится плотный комок. У меня не та стрижка. Чисто внешне вот эта стрижка, она будет выглядеть как шапочка. Но, конечно же, здесь у нас градусы стрижки другие, то есть немножко по-другому стрижем. Это все-таки стрижки, когда мы делаем, мы подбираем всегда эти стрижки под каждого клиента индивидуально. Простригли опять же также зону. Последние пряди мы обязательно опять подтягиваем для того, чтобы не зарезать длину. Проверку обязательно делаем в разных плоскостях. Вот видите, у меня опять увеличивается уже объем. Это прям видно даже с мокрыми волосами, да? То есть здесь вы видите, я еще не сушила, ничего не дорабатывала. Так как я уже наклонила, помните, немножко пальчики, то я продолжаю, вот я вам нарисовала линию предыдущую, которую я сделала в предыдущем блоке. И продолжаем нашу линию, простригаем также центральная прядь у нас первая, да, мы задаем длину, затем переходим в диагональ. Длина, естественно, центральная у нас с вами идет перпендикулярно полу, да, то есть это получается у нас в вертикали. Простригаем лево-право, все симметрично. Так, любимые мои, я выставила уже в описании ссылки, на главной странице тоже выставила ссылки для перехода в Telegram и ВКонтакте. Я просто очень боюсь вас всех потерять. Конечно, я там видела, многие девчонки, мастера пишут о том, что будут меньше выставлять, потому что YouTube это был основной заработок, монетизация шла. Для меня YouTube вообще не заработок, я работающий мастер. Я переживаю больше за своих клиентов, потому что сейчас ситуация сложная, цены на все выросли. Будем как-то держаться, постараемся. Но я вас не брошу. Если закроют YouTube, то, конечно же, будем продолжать и ВКонтакте, и в Телеграме. Так что, чтобы не потеряться, пожалуйста, подписывайтесь. Мне очень приятно общение с вами. Вы знаете, как я дорожу вами. Простригли мы с вами всю затылочную зону уже, как видите, и переходим к уху, то есть на височно-боковую зону. Вот здесь обратите внимание, мы с вами как определяем, вот я вам на картинке показала, вот этот центр, середина уха. Вот здесь мы с вами задаем контрольную точку. Тоже я вам в схеме нарисовала, если что, вы вернитесь. И вот она, я вам сейчас показала пальчиком, это контрольная точка. Мы с вами все теперь подтягиваем к этой контрольной точке. То есть как бы по диагонали мы с вами стрижем. Естественно, натягиваем от лица к уху, для того, чтобы у нас остался височек длинный, песик. И затылочную зону также мы с вами подтягиваем. Но здесь, если вы сейчас обратите внимание, я уже буду не по диагонали руку держать, а перпендикулярно, скажем так, линии роста волос. Задала контрольная точка, вот она. И перпендикулярно линии роста волос, вот обратите внимание, я натягиваю прядь и простригаю.
То есть я все-таки оставляю длину. Длина у меня задана была окантовочной линией. Я ввожу вот эту прядь свою от одной точки до другой. Так, а теперь следующий момент. Как я вам уже рассказывала, сейчас я вам показываю. Вот есть две линии. Есть линия роста волос и основание уха, то есть основание ушной раковины. Так вот, мы с вами подчищаем именно по ушной раковине. Не надо делать выше. Если вы сделаете выше, вы оголите. У нас с вами это не мужская стрижка, это женская стрижка. Мы здесь в данном случае не используем тушевку, поэтому будьте внимательны. Для того, чтобы все-таки сохранить объем, не сделать, скажем так, прозрачные виски, мы с вами должны учитывать именно рост волос и краевой край уха, да, то есть это получается у нас основание. Женские стрижки я вам рекомендую все-таки подчищать по основанию. Все волосы с затылочной зоны, насколько это возможно, то есть насколько они дотягиваются, вы вводите в линию, которую вы задали на уровне уха. Так же, как мы с вами простригали и переднюю линию. И также повторяем, конечно же, блок наш следующий. Задаем опять длину. Вот у нас она есть. Длина заданная уже. Мы по ней простригаем, делаем окошко. С задней части затылочной подтягиваем все и вводим в стрижку. У нас уже там длина задана, надо просто красиво ввести. Все очень мягенько вводите. Ну и здесь, соответственно, от лица также. Не торопитесь, все хорошо натягивайте. Натяжение пряди должно быть все-таки достаточно точным. Нигде никаких петухов в кавычках у вас остаться не должно. Четко и уверенно держите прядь. Видите, уже получается у нас такая вот дуга красивая. Поэтому чисто внешне уже в сухом виде, когда вы будете укладывать, получится уже внешне, как будто шапочку вы подстригли. Опять же, мы с вами работаем. Следующий блок тоже на уровне середины уха. Берете, вот я вам показала, прядь. И делать сейчас будем уже градуировку. Вот у нас с вами тут видно, видите, контрольная линия наша видна, контрольные точки, которые мы с вами уже простригли, все соединяем. За счет этого мы с вами даем градуировку, даем подвижность волосам и как бы дополнительный объем. Вот у нас две контрольные пряди теперь уже получилось, так как мы с вами предыдущую основную контрольную прядь задали. Контрольные точки я вам сейчас показала. И все подтягиваем, вводим уже в нашу простриженную линию. Вот посмотрите, я показываю сейчас вам. Получилась у нас такая дуга. На затылке также делаем. Нашли нашу КП, которую мы с вами простригли в самом начале, на середине уха задали. И все подтягиваем к ней. Как видите, я не зарезаю длину ни на затылке, ни у лица. Вот такая дуга получается. Простригаем следующий блок, но здесь у вас зависит все от длины, конечно же, макушки. Вы просто вводите в стрижку все волосы уже в заданной вами линии. Как видите, я от челки все-таки подтягиваю к уху волосы, но потом в итоге вы увидите, что челку мы с вами тоже будем оформлять, и у нас все это войдет. Таким образом, просто мы нигде не делаем окон, так называемых, дырок не делаем, потому что рост волос у всех очень индивидуален. Где-то волосы поплотнее, где-то потоньше, это все учитываете. На противоположной стороне, соответственно, вы делаете так же. Вот сейчас мы с вами находим середину уха, делаем окошко
Все с вами подтягиваем к этому окошку. В данном случае у нас с вами идет висок от лица по диагонали. Задаем пейсик, длину пейсика. Но тут вы уже, конечно же, разговариваете с вашей клиенткой, как вам нравится, как ей нравится. Некоторые вообще пейсики не любят, некоторые любят очень длинные. От этого будет зависеть ваша диагональ, то есть ваш угол наклона руки, да, какой вы хотите сохранить длину на височке. Здесь все то же самое мы повторяем, поэтому не буду я сильно на это как бы акцентировать внимание. Если хотите, можно замедлить себе или остановить, чтобы вы получше просмотрели, или еще раз посмотрите. Потому что, как правило, в каждой стрижке, вы понимаете, как бы движений у нас немного, да? У нас всего существует, вы помните, 4 формы, которые мы можем с вами подстричь. И хотелось бы, чтобы вы научились и поняли, как их между собой можно соединять, комбинировать, для того, чтобы получить вот такие вот интересные варианты стрижек. Эта стрижка может носиться в двух вариантах, в плане того варианта, да, то есть вы можете ее сильно порвать, она будет выглядеть тогда у вас как пикси, но в моем случае девушка, моя клиентка, она не любит сильно рваную стрижку, поэтому мы с вами в итоге будем ее немного облегчать, но не сильно. И у нас получится такой достаточно тяжеленький вариант шапочки. Вот, за счет того, что мы с вами сначала за ухом стригли, подтягивали все к центральной затылочной зоне, потом к середине уха. Вот посмотрите, какие у нас остались нижние линии плотные. Моя клиентка не нравится ей, когда тонкая шея, на шее тонкие такие волосы висят, да, как я называю элегантной шейкой. То есть она достаточно любит плотные все-таки волосы, она вообще не любит филировку. Я поэтому ей немного только облегчаю, сильно нигде никогда не рву волосы, не филирую. Волосы у моей клиентки достаточно хорошие. Седина, конечно же, есть. Там я вам в окрашивании рассказала все, показала. Седина у нее достаточно большая, поэтому волос становится таким как бы более упругим, стеклянным. А вот здесь вот я прошу прощения, что просто иногда, когда заговариваешься, когда в работе увлекаешься, видите, я не проконтролировала положение себя относительно камеры. Так что прошу прощения, но так как вы основное видели на той стороне, на правой, так что я думаю, вы догадываетесь, что я здесь делала. Я, конечно, стараюсь изо всех сил, но не всегда у меня получается идеально. Съемки это не очень мое, так что прошу прощения еще раз. Мы с вами также все продолжаем стрижку. Сейчас мы, как видите, делаем все-таки градуировку. Также мы вводим нашу заданную линию, но здесь вы ничего не видите, я вижу. Догадываетесь, что это так. Вот сейчас я уже встала получше. Вводите все у нас оставшиеся волосы уже в заданную нами линию, в заданную нами форму. Прорабатываем все волосы, насколько у нас они дотягиваются до нашей заданной контрольной линии. Вот сейчас посмотрим, наверное, уже все закончится. Но на всякий случай вы все-таки прорабатываете до конца. Ну, я тут, видите, что-то нашла, так что все нормально. Сейчас доработаем, мы с вами переходим уже на топ-зону. Я, конечно же, провожу обучение, не перестала, поэтому хоть и период сложный у нас, но продолжать работать будем. Будем стараться изо всех сил. Провожу обучение и по колористике, и по стрижкам. Девчонки, никогда не стесняйтесь, спрашивайте. Именно мы можем с вами работать по индивидуальному, скажем так, наверное,
По индивидуальным темам. Почему? Потому что вам не всем надо с нуля. Да? У вас есть какие-то пробелы, которые мы можем с вами решить. Можно сделать какой-то отдельный блок по стрижкам, можно сделать какой-то отдельный блок по краскам. Все это индивидуально. Программу мы с вами составим сами. Я, естественно, поговорю с вами, и мы решим, что нам надо, и будем заниматься исключительно тем, что надо. То есть воды не будет, будет все плотно и все будет понятно. Как видите, я уже перешла в топ-зону. Сейчас мы с вами на уровне сагитального пробора отделили прядь. Это я рассказываю то, что уже я сделала. На уровне сагитального пробора отделили прядь, и все параллельно полу мы с вами простригаем. То есть это ваша будет контрольная линия, которую мы с вами задали. Затем мы переходим на верхнюю затылочную зону. Здесь у нас с вами уголочек получился. Как вы понимаете, мы с вами стригли затылок, у нас с вами было натяжение, да? И топ-зону у нас с вами было другое натяжение. Если мы с вами соединили, нам надо соединить с вами верхнюю топ-зону и затылочную верхнюю часть. И каким образом? Вы обнимаете голову клиентки и поднимаете перпендикулярно волосы, то есть натягиваете. Вот таким образом это будет у вас 90 градусов. И вы увидите небольшой треугольничек. Вот этот треугольничек вам надо просто сгладить, смягчить. Вы можете прямым срезом, можете понтингом, как вам удобно. Но вы должны этот треугольничек размыть, чтобы не было вот тяжелого комка в этой стрижке. Вся стрижка должна плавно переходить. У нас с вами здесь переходящие пряди, то есть вы не подтягиваете все ни к центру, никуда. У вас КП переходящая. Вот обратите внимание, радиальными проборами я двигаюсь, и у меня все переходит. Сейчас в данном случае я уже делаю проверку, чтобы посмотреть, не пропустила ли я что-нибудь. Все делаете мягко. Достаточно такой объемный у нас затылок. И мы переходим, как вы видели по схеме, к лицу. Да? То есть мы с вами простригаем челку. Опять же, задаете длину и делаем в виде подковы. Потому что у нас с вами удлиненные височки, вспоминайте. И, конечно же, мне надо мягко вывести эту линию. Проверяем и визуально, и также натягиваем пряди тактильно, то есть смотрим. Значит, здесь уже вот это у нас дальше будет стрижка. Мы должны с вами свести, если вы помните, нашу точку на сагитальном проборе и челку мы с вами уже задали. Значит, длину, как мы здесь с вами задаем. Если у вас пробор конкретно, вы можете от пробора сделать, если у вас косая челка. Но в данном случае у меня не косая челка, у меня челка полукруглая, как вы обратили внимание. Поэтому я задаю контрольную прядь по центру и подтягиваю слева и право волосы все к центру. Здесь вот хорошо видно, я вам сейчас разверну, вы увидите, что именно так я их и простригла. Задаете контрольную прядь по центру, соединяя точку на сагитальном проборе, и вторая у вас КП точка, контрольная точка, это челка. Все соединяете, это и есть ваша длина на топ-зоне. Теперь опять же, вот у нас, видите, я вам показываю, что было у нас все-таки разные натяжения слева и справа, для того, чтобы мы с вами свели мягко эти зоны. То есть у нас получается соединение топ-зоны и виска. Мы с вами опять же обнимаем голову клиента и натягиваем прядь. Это получается 90 градусов. То есть на стыке топ-зоны и виска и височной зоны мы с вами также смягчаем угол, который у нас автоматически появляется, так как мы простригали в разных натяжениях блоки. Теперь мы проверяем всю длину. Видите, я беру из одной и той же зоны волосы слева-справа и уже тактильно ощущаю длину, тяну, и вы как бы поймете, где подлиннее, где покороче, с одинаковой скоростью. Я здесь не делаю акцент сейчас в данном случае на укладке, потому что укладку я вам вынесла
в отдельные видео, так как вы мне много писали, многие писали, что вам тяжело смотреть такое длинное видео. Поэтому я теперь делю на блоки. Ну, а я думаю, что вам, конечно же, вы меньше устаете. А после того, когда вы сделали укладку, конечно, мы там делаем на всякие составы, бла-бла-бла, все это вы знаете. А мы с вами продолжаем доработку стрижки. Мы с вами облегчаем, но вот конкретно эту стрижку я не рву, она у меня не пикси, то есть достаточно тяжелая стрижка остается. Я просто ее смягчаю. Я еще раз вам напомню, волос достаточно прямой, он такой как бы немного стеклянный. Вот, и поэтому обязательно хотелось бы смягчить линии среза, которые мы с вами уже сделали. Все смотрите визуально, где надо побольше, где надо поменьше. Также вы, когда в волосы руки засовываете, вы можете пощупать толщину слева, справа. То есть вот вы как бы это все должны просто и наглядно, и тактильно смотреть, чтобы у вас все-таки равномерный был объем. А не так, что в каком-то месте вы хорошо выстригли, простригли, отфилировали, а в другом где-то оставили. Поэтому будьте внимательны, не пропускайте зоны. Постарайтесь, чтобы у вас все-таки была стрижка симметричная. И по плотности тоже. Все то же самое с челкой мы с вами прорабатываем. Не забывайте, конечно же, на меня подписываться и ставить лайки, если вам нравится то, что я для вас делаю. А я буду как бы знать, продолжать мне в том же духе или нет. Спасибо, что вы меня смотрите. Как всегда, я вас всех очень люблю. И я рада, что вы со мной. Всем вам мира, хорошего дня, вечера, ночи, утра. И пока-пока. До встречи!